Аэропорт Подгорица. Это Григорий Кунис. Предприниматель, издатель нескольких газет, основатель первого в России IT-сервиса быстрой доставки продуктов из гипермаркетов до двери. Провел 4,5 месяца в СИЗО за донаты Фонду борьбы с коррупцией. Здесь тепло пальмы. Вот это удивительно. Пальма в такое время. Покинул Россию буквально из зала суда 8 декабря 2025 года. Сперва Григорий оказался в странах Балтии, а оттуда уже с семьей приехал в Черногорию в канун Нового года. Привет. Привет. Залетайте. Ага. Парни, Всё. заходят. Да? Заходит. Все, мальчишки, летайте. Идите быстрее. Сколько вы с семьей не виделись? Мы, 5 месяцев получается. То есть вчера мы встретились только на границе с Эстонией. Они с той стороны пришли, а я ждал их в Нарве. Сегодня у меня в гостях Григорий Кунис, основатель iGood. По итогам 2019 года компания вошла в топ-100 крупнейших e-commerce проектов. Обвинили в финансировании экстремизма за то, что несколько лет назад перечислил 3500 рублей на антикоррупционные расследования Фонда борьбы с коррупцией, признанный позже экстремистским в России. Судья приговорил Куниса к штрафу в 350 тысяч рублей. Прокурор требовал 6 лет колонии. После приговора Кунис немедленно уехал из страны, не дожидаясь апелляции. И теперь он начинает новую жизнь в эмиграции. Проведем немного времени вместе. Наши друзья объявили ему, что я сюда приезжаю с семьей, решить, что нам делать дальше, потому что, жизнь так. Мы хотим осмотреться. Во-первых, прежде всего, побыть вместе. Были одни желания, представления. У жены своя практика психологическая. Дети ходят в классную школу. Квартира замечательная, которую мы не настолько давно купили. Она просто шикарная с точки зрения комфортности. И вот эту жизнь теперь надо бросать и перемещаться куда-то, куда мы еще не знаем. Черногория – красивая балканская страна. Адриатическое море, горы, член НАТО. Не в ЕС, но кандидат на вступление. Черногория один из хороших вариантов, потому что она дешевле с точки зрения места проживания. Сюда собирается перебазироваться мой брат, и один из вариантов, что мы к ним стоимость жизни и культура похожая. В этом плане адаптироваться будет легче, чем в других местах. Но здесь не найти работу. И поэтому здесь будет идти речь о том, чтобы работать только дистанционно откуда-то. И, в общем-то, если я найду работу, которая позволяет дистанционно в основном занимать, то Черногория становится реальным вариантом. Исторически близка к Сербии, России, но политически все больше ориентируется на Европу. Черногория оказалась одной из стран, куда после 2022 переехали около 100 тысяч россиян по неофициальным подсчетам. Наташ, привет! Ты выйдешь? Я проскочил мимо тебя. Ой, как я рада тебя видеть! Как я рада тебя видеть! Худел. Нет, ты же был. Но я еще немножко щеки уже появились. Я же тебя не видела кучу лет. Да. Уже все-таки, не совсем не постарел, все такой же. Твой возраст, я так и не знаю. 58. 58, Да. ты тоже молодой. Да. И вот тут, в Черногории, у Григория появилась возможность увидеть сразу многих друзей. Это Наталья Знаменская, подруга, издатель газеты из Подмосковья. Там не только замкнутое пространство. Ты
ты не знаешь, сколько времени. Ты абсолютно... Нельзя. Нет, нельзя. По сути дела, ощущаешь время только своим организмом. Да. Ну, примерное время. Оно там в промежутке. Говорят. Подъем в 6 часов и отбой в 10 часов, он звуковыми сигналами. Я выхожу в СИЗО, обсуждаю с адвокатами, какие варианты развития событий. Ну, абсолютно точное понимание, что мой приговор не устоит. Такой сильный страх оказаться там, что вопроса не стояло, что нужно улепетывать как можно быстрее, бросить все с одним рюкзачком, пока не попал в базы. Я сразу подписал в зале суда подписку о невыезде. То есть я понимал, что любой шаг в сторону – это уже не возвращение навсегда. Прогулка по набережной, конечно, она там сразу прибавляет 5 лет жизни. Ну просто все очень дико-дико необычно. То есть тут есть даже шутка, что никогда бы не думал, что при отсутствии машины самая крутая релокация – это рядом с заправкой. А потому что в воскресенье не работает вообще ничего. И хлеб можно купить только на заправке. А молоко, кстати, можно И купить? молоко можно купить на заправке. Ага, то у нас молоко закончилось. Купить на заправке, если кто-то другой не выкупил раньше времени. В Черногорию россияне могут приезжать без виз, находиться там до 30 дней и, выезжая, обновлять этот срок. И так до бесконечности. Могут запрашивать ВНЖ, Боровак так называемый, но легализация полноценная возможно только при отсутствии угрозы общественному порядку и еще многих «но». Да, но у меня справки особой отметки в розыске. И из-за этого эта справка считается нехорошая. Все, они здесь отказывают. На этом основании отказывают здесь. Понятно. Ну, получается, что мне тоже здесь не легализоваться тогда таким простым способом. Да. Получить политическое убежище. И там, значит, в принципе, говорят, что достаточно, ну, по политическим мотивам достаточно просто. Но у меня другой, у меня еще есть израильский паспорт. И Ну, у меня тоже. А в Сербии, ну опять же, если вас объявят в международный розыск, то вам Сербия как бы не очень. Я пока в федеральном болтаюсь, поэтому мне Сербия нормально. Иметь право, но не иметь возможности говорить со своими близкими, это я имею в виду детей и жену, это было крайне болезненно. Сложность в том, что ты можешь позвонить только человеку, который заведен на твой аккаунт. Сначала должны завести аккаунт, чтобы ты вообще теоретически мог позвонить. Сама процедура вот именно в СИЗО, она ужасная. Отдельная камера, где висят на стене 4 аппарата. Ну, они кнопочные, слава богу, не дисковые. Раз в 2 недели тебя должны выводить на звонки. Я не звонил уже 2,5 месяца. Выводите меня на звонки. Некогда, потом. Другие камеры вывели, нашу нет. Я говорю, вы знаете, меня это достало. Ну и я объявил голодовку, но я действительно не стал ничего есть. И написал еще, прошу обеспечить меня питьевой водой, потому что вода из-под крана, она абсолютно ужасная. Тебе ее пить, она фактически желтая. Я увидел фотки, я обалдел прям вообще. Ну, то есть как будто баночка для анализа. Ну и во второй половине дня он меня вывел, сводил на звонок. Я, наконец, позвонил. До создания аккаунта 2 минуты, а мне создавали его месяц. Это какой-то... А кто тебя научил? Был человек, который мне подсказал, что мне нужно попросить от родственников. Кипятильник, взять там сигарет, пусть и обязательно передадут блок сигарет. Это валюта в тюрьме, и там все покупается вплоть до там каких-то возможностей, там радио, телевизор, антенны. Все это покупается через сигареты. Да. В крестах. В крестах, да. Старший сын Даня тоже приехал специально увидеть отца из Грузии. А младшие сыновья камеры стесняются. Стресс еще сильный. Зато у папы теперь много интересных историй про тюрьму. Мне как человеку, организовавшему быструю доставку за 1,5 часа 10 лет назад, было, конечно, крайне любопытно посмотреть, как это работает в СИЗО. А работает это так. Ты хочешь заказать какие-то продукты из ФСИН, из магазинов ФСИН. На проверке просишь дежурного сотрудника, корпусные они называются,
Я хочу сделать заказ, дайте мне прайс-лист. Доставка прайс-листа, она заняла 1,5 недели. Приносит прайс-лист, это распечатанный там на 6 или 8 листах, мелким шрифтом название, сокращенная цена в конце сентября. Дата там этого прайс-листа стояла июль. Я говорю, а что, у вас нет более свежего? Там цены-то могут измениться. И говорят, ну у нас нету более свежего. Не можем вам доставить. Я сделал заказ, вот это заявление подал 27 сентября. Приговор мой вступил в силу 8 декабря. Как вы думаете, получил я свой заказ или нет? Не получил. Как это вообще произошло? Мы были на даче в 120 километрах от Петербурга, возле Кингисеппа. И вдруг в 8 утра раздается звонок. Мы из полиции по делу об финансировании экстремизма. Но я решил, мошенники, вот наглые какие. В 8 утра будет, а я спал. Я говорю, что вы мне на лапшу на уши вешаете? Они говорят, нет, выгляните в окно, мы стоим у ваших ворот. Не сразу понял, о чем идет речь. Пока там пару раз они не сказали ФБК, и тут у меня включилось наконец. Как только я понял словосочетание ФБК, я, конечно же, понял, о чем идет речь, понял, что я все-таки ошибался. Я был уверен, что я делал вот эти донаты вне периода, который подпадает под дело об экстремизме. И поэтому, в общем-то, спокойно находился в России, хотя читал в новостях, что это крайне опасно. Донатил в ФБК, наверное, с 13 или 14 года периодически, там, или регулярно, там, маленькими платежами. Просто подписку делал. Нет, если бы было ожиданно, меня бы не было в России в этот день. Совершенно было. Нет, совершенно неожиданно. Никаких сигналов не было о том, что что-то готовится. Хотя потом из материалов дела я узнал, что первые рапорты в деле, по крайней мере, шли датированы июнем 24 года. То есть больше года бюрократическая машина раскручивалась, подбиралась ко мне, собирала материалы, превращалась из рапортов и отметок в уголовное дело. Да просто дошел черед до меня. Я думаю, что мне помогла в том числе и такая моя тактика публичности процесса. Ни одного отягчающего обстоятельства по отношению ко мне не было. Несовершеннолетние дети, налогоплательщик. Там организовал движение «Бессмертный полк» в том нормальном виде, в котором это было изначально. Мне потом стало стыдно, во что это превратилось, и я дистанцировался от этого. И когда прокурор озвучивает, что фактически его фабула была «классный человек, классный гражданин», но мы все равно требуем ему 6 лет. Это прозвучало просто какой-то фантасмагорией. Вообще какой-то нонсенс. Я просто постарался заснуть, потому что настолько было хреново, тяжело, и там, слезы на глаза там накатывали. Они и сейчас накатывают, хотя месяц уже прошел. Это же реально. Я понимал, что шансов выгрести со штрафом у меня очень-очень мало. Я просто... Я думал, что я могу сделать, да, просить, не знаю, какую-то... Просить какую-то... Надо к Богу обращаются, да, когда с чем можно к Богу в этой ситуации обратиться? Я решил, что не надо мне для себя просить. Я решил в этой ситуации... Боже, дай силы Ольге Кудашкиной принять решение, которое она считает справедливым. Это судья. Это судья, да. То есть я не для себя, а для судьи. Арестовали в первый день войны за протест в Москве. Мне дали, это был мой первый арест, мне дали 15 тысяч штрафа всего, административная статья какая-то. Работал в Яндексе, мне не очень нравилось, как
политика компании, я в поиске конкретно работал, как там про Бучу новости не показывали. Ну, у нас были требования от Роскомнадзора, но тем не менее. Ты в IT работал? Да. Вот. Потом началась мобилизация, мы встретились с родителями, с мамой и с папой, и они меня как бы убедили, что нужно уезжать, что здесь это беспросветно, и что я просто сяду. Как это ощущалось? Папу посадили. Ну, я вообще был в шоке. Я был в абсолютном шоке. Я поставил сразу задачу с первого же дня, что я много времени посвящаю тренировкам, спорту. С первого же дня заключения я минимум час тренировался. Потом достаточно быстро довел где-то до 2,5-3 часов тренировок в день. Я в конечном итоге организовал просто библиотеку внутри нашего крыла, Луча, как это называется. Менеджерский опыт, куда деть? Он есть. Я просто организовал обмен списками между камер, где каждый мог отмечать, что он хочет, перекидывали обратно. Вот простой вопрос. Почему, как многие, сразу не уехали? У меня были некоторые вещи, которые мою семью даже, так скажем, сильно привязывали. Безумно хорошая школа у детей, в котором очень нравилось ходить. То есть можно сказать, что наша семья находилась в неком таком мыльном, или воздушном пузыре, который ничего общего к тому, что вокруг происходило, не имел отношения. То есть мы были свободны внутри этой репрессивной машины. Я мог заниматься бизнесом, жена имела классную работу. Мой круг-то был такой же, как я. И мы против этой войны, против всего, что вокруг происходит. Да, нам приходилось общаться только с друг другом, немножко противно, не немножко, сильно противно, заниматься цензурой, самоцензурой в публичном пространстве. Но это такая не самая приятная, но приемлемая плата за то, что ты в неком можешь заниматься все-таки любимым делом, и эта машина военно-милитаристская репрессии, она, в общем-то, не касается, если пока ты не попадешь в жернова. Потом все равно все попали, куча людей, которые... Сожалели? Нет, я ни разу не сожалел, и сейчас не сожалею. Я же делаю это из искренних. Я единственное, о чем сожалею, что я забыл об этом. Конечно же, я бы не хотел получать этот опыт тюремный, не планировал и никому не пожелаю его иметь. То есть, если бы я знал, что у меня близкие шансы к этому, я бы, конечно, просто взял и уехал тут же, как только понял, что есть высокий риск попадания в эти жернова. Да, там есть. Слушай, меня больше, наверное, все удивило, как переговаривали через окна, перекидывая записки друг другу. Там, то есть, да, кипятильник привязывали к какой-то веревке, да, правильно? Нет, дороги создаются таким образом. Дороги это называется. Да, дороги. Обмен через окна, это называется дорога. Привязывается носок, а в носок кладется грузик. Грузик – это либо кусок мыла, который тебе выдают казенный, дурацкий совершенно, либо это хлебный мякиш. Хлеба там дофига выдается, причем поскольку он чаще всего плохой, то его, его много выкидывают. Разминается, намачивается чуть-чуть и, соответственно, кладется в этот носок в качестве грузика. Веревка с привязанным носком, с грузиком, она так раскручивается и кидается в стороны, если тебе вправо или влево, и даже наискосок. Мой сокамерник, он такой вообще дока уже был, потому что он 2 года сидел. Он мог забросить метров на 20 в сторону эту прощу через 2 камеры. Как соединение происходит? Либо вытаскивается рука, но это короткое расстояние, либо вытаскивается рука с бутылкой, это называется удочку. Выстави удочку.
вот эту бумажку, там записку, маляву, как их называют, она кладется в носок. И ты развязываешь этот носок, вытаскиваешь свою записку, вкладываешь что-то обратно. С двух сторон веревка держится, и один чуть потихонечку отпускает, второй потихонечку на себя вытягивает, и получается такая вот, ну, как бы перекатка, покатали. Я там уже говорю, крестовский Да. И вот так вот покатали. Кошка делается, это как якорек такой маленький, как морской. Делается из сломанных кипятильников. Вот сломанные кипятильники в 3 стороны, получается такой, как якорек. Да. Знаешь, самое смешное было, что в какой-то момент мой отец присылает мне через ФСИН письмо, кстати, письмо с цитатами из Юность Жаботинского и воспоминания Льва Троцкого о том, как эти ребята сидели в крестах, одесских крестах, один в 1900 году, а второй в 1901 году. И там они описывают, как они организовывали дороги в одесских крестах 125 лет назад. Да, те же самые веревки, те же самые... они также называли это дорогами. То есть как уровень коммуникации был, как остался... как он был в 1900 году, так он и остался в 2025. Это для меня фантастически звучало, конечно. Неделя со старшим сыном. Возвращается в Грузию. Это Arrivals. Arrivals, да. Да, 8. А, соответственно, 2 недели с младшими детьми. Они возвращаются в Россию, в Петербург, учиться, пока отец поймет, что делать дальше и где. Иммиграция началась у Григория так же, как у многих, с разбросанности близких по разным странам. у детей заканчиваются каникулы. Возвращаемся в Таллин. Я довожу их до границы, они едут обратно в Россию. Ну, потому что здесь, нет у меня ни средств пока, ни возможностей содержать. И самое главное, дети же в школу должны ходить. Здесь негде им ходить, нигде. Поэтому пока они возвращаются, и вот что будет дальше, я вообще не знаю. У меня два варианта, как я могу. Первое, это создавать что-то свое, но мне тогда нужно найти инвесторов, потому что я выехал из России без капитала. Второй, это что я нахожу каких-то инвесторов, у которых есть идея, бизнес-идея, но нет времени или сил, или опыта. iGoods была идея моего брата, которую просто я воплощал в жизнь. Я умею хорошо приземлять идеи. То есть сейчас я пока через знакомство создаю круги, распространяю информацию, что я развиваюсь, хочу развиваться в этом направлении. Я себя предлагаю в этом направлении. Мне еще нужно и портфолио, и резюме свое составить, но мне хочется и быть семьей, и как можно быстрее их вытащить оттуда, потому что все равно они заложники, потенциальные заложники. А я, опять же, в тюрьме насмотрелся, как легко из людей делают заложников. Я встречался с такими людьми, которые там сидели просто потому, что их нужно было посадить ради давления на других людей. Так получилось, пока Григорий сидел и шел суд, сервис доставки iGoods, дело 10 лет жизни, он потерял. Сервис перешел под контроль бизнесмена Романа Яворского. Был человек, который действительно пытался воспользоваться ситуацией, а были люди, которые просто спасали бизнес и увели все в другое место. Да, бизнес живет, но он отдельно уехал, конечно, без большого запаса. То есть у меня какие-то деньги есть, то есть на 2-3 месяца. Сахар купил, но молока у них нет. На заправке Сахаров. Да. Молока нет? Кончилось? Сказали, что нет. Почему нет?
Не знаю. Я не стал спрашивать, какая разница. Ну, к такому сложно подготовиться, мне кажется, если не... Только в детстве читал более-менее сравнимое количество вещей. И то все перечитал, эти книжки. Я наткнулся на такую очень философскую вещь, как, что нам можно просто сказать с нерелигиозными вещами, а можно религиозными, что нам Всевышний дает приключения, чтобы мы воспринимали их как испытания, из которых мы должны выйти достойно и очищенными и окрепшими. Я даже себе просто записал, что я должен очищенным и окрепшим. Внутри я горю. У меня есть опыт, у меня есть желание, у меня есть энергия, созидание. Еще одна вещь, которая произошла вот в тюрьме, положительная. Тюрьма, как это ни странно звучит, она меня очистила. Я вот смог, как вот этой какой-то шелухи, то есть я понял, что я могу созидать и дальше. У меня есть жажда новых проектов, чего не было несколько лет. В январе 2026-го Григорий был внесен в официальный список террористов и экстремистов Российской Федерации. Вот здесь как Норвегия. Дождь вообще кайф. Я, кстати, вышел, когда дождь идет, а мне по кайфу, потому что его там-то нет. Ты сидишь все время в этих чертовых стенах. По разным подсчетам, до 1 миллиона человек покинуло Россию после 2022 года. Сотни уголовных дел, приговоров за фейки об армии, десятки тысяч задержанных, оштрафованных или подвергнутых административным преследованиям по политическим статьям.